Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 22 по 28 июня. Давайте посмотрим, что же Водолеев ожидает, какие вам карты сегодня в нашем раскладе выпадут. Я напоминаю, что это расклад общий, он не персональный, но я надеюсь очень сильно на то, что большинству из вас он подойдет, а также на то, что он будет успешным, будет хорошим, и карты в нем выпадут хорошие. Ну, давайте посмотрим, что же у нас сегодня получится. Неделя для Водолея, неделя с 22 по 28 июня. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, также можете оставить лайк или сообщение под этим видео, пишите, не стесняйтесь. Также участвуйте в моем разборе дат рождения нумерологическом, который я обычно провожу сейчас, вот пока есть время на неделе. Можете почитать условия акции в закрепленных сообщениях под этим видео. Там есть отсылка на вкладку сообщества, где вы можете оставить свою дату рождения, либо под этим видео также я ее увижу. Итак, Водолеи, давайте посмотрим. Неделя с 22 по 28 июня. Какие же карты выпадут, соответственно, у вас здесь? Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Первая карта, которая есть у вас, это карта императора, карта человека, который занимает какую-то лидирующую главную позицию. Может быть, вы здесь выступаете в роли этого императора, может быть, вы здесь общаетесь с таким императором. Но вместе с девяткой мечей, если вам нужно занимать такую роль, вы по девятке мечей можете сомневаться в том, что вы делаете все правильно, может быть, винить себя за какие-то ваши решения или за какие-то ваши по императору действия, где вы чересчур амбициозны были или чересчур самоуверенны, самонадеянны. Возможно, либо вы разочаровываетесь из-за кого-то, кто по императору занимает вышестоящую позицию, то есть выше вас, может быть, ваш начальник. Да, или какое-то переживание из-за такой мужской фигуры, это может быть ваш муж, там, ваш отец по императору. Карта Овна, может быть, говорит про человека знака Овен, но в целом не обязательно, потому что это общий расклад. В целом здесь речь идет о власти, о влиянии и о том, что вы переживаете из этого влияния и власти. Может быть, вы переживаете, что на вас будет какое-то давление таким императором создаваться, и у вас есть по этому поводу переживания, страдания, какие-то тревоги. Может быть, здесь какие-то события вас беспокоят, которые как-то связаны с таким императором, соответственно, сопряжены с ним, с этим императором. Ну, в любом случае, такая, да, напряженная ситуация. Ну, давайте посмотрим дальше. Дальше карта влюбленная, карта выбора и необходимости принимать решение, делать выбор, понимая, что это решение повлечет какие-то последствия не только на вас, но и на других людей. Соответственно, вы должны очень внимательно подходить к принятию решения здесь. И карта влюбленная, она в целом говорит про союз и взаимоотношения с другими людьми, обычно парные какие-то отношения. То есть здесь речь может идти о том, что вы с кем-то пытаетесь создать союз, сохранить союз, да, с кем-то договориться по карте влюбленная. То есть сохранить вот эти или создать доверительные отношения здоровые. То есть создать эту гармонию по карте влюбленная. Давайте подумаем, что еще здесь может быть, соответственно, у Водолеев, почему карта влюбленная здесь выпадает на вторник. Карта рыцаря дисков, которая переходит тоже в рыцаря дисков, соответственно, земная стихия. Это девы, тельцы, козероги, может быть, общение с ними, какой-то выбор, связанный с ними. Также выбор, в котором вы стараетесь не торопить себя, то есть не торопить себя в принятии решений, если необходимо выбор этот сделать, потому что рыцарь Пентаклей, он такой медлительный, он неспешный, он не торопится, он знает, что с чувством, с толком, с расстановкой нужно идти к своей цели, и тогда вы, соответственно, к ней придете без каких-то видимых потерь или каких-то сложностей, да, каких-то трудностей таких видимых. То есть вы верите в удачу, вы верите в удачу какого-то союза,
тоже, да, каких-то связей, в отношениях вы более терпеливы, возможно, здесь, опять-таки, да, по влюбленным. И карта рыцаря Пентаклей, которая здесь тоже вот показывает такого вот неспешно идущего коня, да, и рыцаря, который на нем. Здесь, между прочим, тоже вот, да, рыцарь вообще тоже куда-то смотрит на солнце, конь ест траву там или что он там ест. То есть не какое-то отсутствие спешки. Вы не торопите себя с выбором, вы не торопите события как таковые. По рыцарю Пентаклей верите в удачу. Все будет хорошо, все идет по плану, все так, как вам нужно, собственно, и вы вот таким вот образом на эту ситуацию смотрите здесь. Давайте посмотрим, что еще здесь по рыцарю Пентаклей. Девятка жезлов. Здесь ощущение настойчивости и упрямства, с которым вы идете к своей цели. Тут, кстати, солнышко, здесь дальше тоже солнце. То есть вы идете к этому солнцу, вы нацелены, настроены на достижение того, что сделает вас счастливыми, на то, чтобы достичь успеха в том вопросе, который для вас важен. Вы с упрямством идете, с настойчивостью к своей цели, даже если вам тяжело. Эта карта называется раненого воина. Даже если вы устали, даже если вы чувствуете уже какую-то физическую усталость или перегруженность, вы, тем не менее, здесь верите, что вам удастся все сделать, выполнить так, как вы себе запланировали. То есть карта не зря называется Strength, сила. Карта Солнца, следующая карта, которая здесь есть, это радость и процветание в четверг. Какие-то удачные стечения обстоятельств или событий, которые для вас будут счастливыми. Да, это не фортуна, но это вот карта, которая здесь говорит о радостных событиях и процветании как таковом. И вместе с королевой дисков есть какие-то радостные события, опять-таки, либо касающиеся земного знака, либо события, которые вас радуют, они направлены на стабильность, на постоянство, на какие-то финансовые успешные решения или какую-то работу, которая приносит деньги, потому что королева Пентакли, она трудолюбивая, она может получить здесь вознаграждение за свой труд. Также это карта доброты, которая здесь вас окружает, и радости, которую вы испытываете, соответственно, потому что по королеве дисков чувствуете вот это внимание, заботу, может быть, со стороны других людей, проявляете себя таким образом тоже в отношении к другим людям. Здесь какие-то радостные, счастливые события в целом могут происходить по Солнцу и по королеве дисков. То есть ощущение счастья, ощущение здесь вот этого вот позитива, да, который у вас есть. Карта материального счастья, она здесь называется девятка кубков. Тоже, по сути, хоть это не пентакли, но здесь она называется материального счастья. Вы можете получать какие-то деньги, какие-то выплаты, вы можете получить зарплату, вы можете по девятке кубков здесь что-то себе купить, что вас порадует. Это даст вам ощущение успеха, достатка, каких-то излишеств, соответственно, да, которые для вас будут здесь очень приятны, которые будут вас чем-то здесь тешить. То есть, ну, хорошая карта, карта девятка кубков для вас вместе с четверкой мечей переходит в десятку мечей. То есть десятка, давайте сначала четверка. Четверка мечей — это как карта завершения, успокоения, в итоге как паузы, которую вы делаете, но потому что вы добились здесь хорошего результата и можно наконец-то отдохнуть. То есть по четверке мечей как будто бы успокоиться, остановиться, приостановиться, да, завершилась какая-то неделя, вы как уходите на такой вот как отдых. И десятка мечей здесь почему-то в субботу говорит о завершении какого-то периода стрессового для вас, достаточно и тяжелого, но он завершился, потому что эта десятка — это последняя карта в числовых арканах, она показывает, что какая-то ситуация, она пришла к концу, она завершилась, соответственно. Причем дальше идет карта мир и карта сила вместе с картой мир показывает, что вы добились хорошего результата по факту, хоть вы и устали, и есть ощущение вот этого изнеможения и стресса, но вместе с картой мир, ощущением силы, которое вам эти карты дают, здесь есть понимание того, что этот этап завершился. И по четверке мечей, тоже по четверке мечей ощущение, что вы мир, чувствуете победу или триумф от того, что вы сохраняете власть или влияние над какими-то вещами, которые вам принадлежит. Может быть, ощущение власти, power или силы, которые вам дают деньги ваши, что-то материальное в вашей жизни, поэтому четверка пентаклей, что-то, что вы не готовы или не хотите отпускать, и, соответственно, в вашей жизни это сохраняется. И по карте мир вы чувствуете опять-таки триумф и признание у окружающих, что вы смогли что-то вот сберечь такое для себя ценное, не потерять это. То есть окружающие ценят в вас это качество здесь.
Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для водолеев мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!